Выхода нет. Придется драться. Бейтесь со мной! Вечное унижение, каннибализм и свобода. Здесь и прокачка, побеги из тюрем, создание своей крепости и уничтожение чужих. Конечно, еще есть много крутых моментов, но именно этим и славится игра Кенши. И поздравляем вас с выходом Кенши 2. Ведь прошло уже 8 лет с того момента, как первую часть опубликовали в Стиме. И да, влоги из разработки второй части уже есть на официальном канале Lo-Fi Games. Там даже показали некоторые места, и было это относительно давно. 5 долгих лет назад. Так что же мы имеем сегодня? Абсолютно ничего. И возможно даже, что этот кадр был выпилен за пару дней в Autodesk или в Blender. Но зато у нас есть что-то более лучшее, чем Кенши 2. Это фанатские теории, моды, персонажи и выдумки. Мы специально изучали все активные фандомы и фанатские версии и избрали лучшие из лучших. Те, кто пришли за фанатским продолжением, добро пожаловать. А те, кто пришел за Кенши 2, ну подождите где-то года 3, когда выйдет альфа-тест. Не канон. Акт. Начало. Исходя из предпочтений англоязычной аудитории, мы выявили, что они более-менее адекватные. Стоп, что? Ясно, здесь тоже. Ну, в общем, были и другие предложения. Я бы хотел кататься на быках, надевать на них доспехи, а затем идти на войну. Это либо менеджер Red Bull, либо потомок Юлия Цезаря. Да таких людей полно. Гамбургеры из кожаных, добрая святая нация. Мне бы очень хотелось, чтобы священная нация стала хорошим местом для всех, чтобы покинуть ее. Что? Разве нельзя ее покинуть и без этих формальностей? Что-то вроде классического фэнтезийного королевства. Но получается, святая нация уже походит на фэнтезийное королевство. Тот же дом Ланнистеров из Игры Престолов. Что мы еще не видели? Нейросеть в персонажах? Или стоп. Эта история повернет вас в шок. События разворачиваются сразу после первой части. Кенши возвращается домой в свое... Что? Какой еще Кенши? Ладно, это жесть. Кенши возвращается домой из своего приключения победителем, готовый уйти на покой со своей женой, но затем у нее обнаруживают неизлечимый рак. А, это точно касается Кенши. Она понимает, что Кенши понадобится кто-то, кого он сможет любить, поэтому заказывает щенка, который должны доставить после ее похорон. Да это же Джон Уик. Блять. Но тут мерзкий сын Лонгена, который никогда не слышал о Кенши, решает ограбить его дом и убить щенка. Это Джон Уик и Кенши. А давайте осмыслим это. Джон Сноу. В роли Джон Сноу Егор Летов. Нет, не Летов, а Лето. Джон Сноу играет Егор Лето. Это, оказывается, не кино. Добрая святая нация. Ну вы же сказали, что вы добрые. Это не отменяет того факта, что мы расисты. Ладно, а что же остается с Кенши 2? То же самое, что в начале видео. Абсолютно ничего. Подпишись на канал, чтобы увидеть больше таких видео. Ставь лайки, пиши в комментарии о своих вариантах. И возможно мы выпустим вторую часть с вашей историей. Пока!